Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, в сегодняшнем обзоре я хочу вас познакомить более подробно с монетой номиналом 3 копейки 1946 года. 3 копейки 1946 года в нумизматических коллекциях встречается в 4 вариантах со значительным разбросом цен. Самая ходовая и недорогая монета стоит около 40 центов. Две разновидности имеют ценник в районе $2, а перепутка оценивается уже в 40-50 долларов США. В 1946 году рабочие вместе с оборудованием монетного двора возвращаются из Краснокамска в Ленинград. Общий объем чеканки монет увеличивается по сравнению с предыдущим годом практически вдвое, а вот количество трехкопеечников в выпуске 1946 наоборот несколько снизилось. Однако стоят они гораздо дешевле трехкопеечных образцов, которые чеканились в 1945. Сказалось резкое уменьшение процента брака. Сегодня такие монеты на интернет-аукционах появляются часто и в хорошем состоянии. Исключение составляют перепутки с 20-копеечным аверсом и раритеты с 16 витками лент в гербе. Первые появились в результате ошибок исполнителей. Заготовки у обоих номиналов по размерам практически одинаковы, а вторые, по всей видимости, являются новоделами более позднего времени. Увеличение количества витков у перевязывающей снопы ленты официально произойдет только в 1948. Сегодня подобных пробных монет в коллекциях нумизматов всего пару десятков, и на аукционах их цена достигает до нескольких десятков долларов. Для первой разновидности трехкопеечной монеты 1945 характерен аверс с большой разрезной звездой и короткой остью на правом крайнем у канта колосе. Это штамп 1.1. На реверсе у нее округлая цифра 9 в дате, а цифра 3, которая указывает номинал, в верхней части тонкая, штамп А. Стоит такой характерный трехкопеечный экземпляр не очень дорого, всего лишь около 6 долларов. На лицевой стороне второй разновидности звезда такая же большая и с разрезами, но ось у крайнего справа колоса уже длинная. Это штамп 1.2. Реверс у нее отчеканен штампом А с округлой девяткой в дате и тонкой вверху тройкой, обозначающей достоинство монеты. Стоимость такого экземпляра всего лишь 30-40 центов. При чеканке аверса третьей разновидности использовался штамп 1.2. От вышеуказанного второго варианта трехкопеечника 1945 она отличается нюансами оформления оборотной стороны, отчеканенной штемпелем Б. На нем цифра 9 уплощена и избавлена от округлости, а цифра 3 стала в верхней части более толстой. Цена такого довольно редкого экземпляра $8. Четвертая разновидность – это перепутка. Лицевая сторона у нее от 20-копеечного номинала выпуска 1943 с плоской, без разрезов звездой, а оборотная отчеканена штампом А. Это трехкопеечный раритет. На сегодняшний день стоит 40-50 долларов. Друзья, не слишком большая цена, но и тем не менее. На ваших экранах сравнительное изображение для определения разновидностей 3 копеек 1946 года. Чтобы различить штемпеля реверса А и Б, следует присмотреться к девятке в дате тиража. В первом случае слева она округлая, а во втором, фотография справа, она уплощенная. Отличаются у них цифры 6. На штампе А эта шестерка имеет вверху более вытянутый кончик. Отличить штемпель аверса номер 1.1 слева перед вами от номера 1.2
1.2 справа можно по длине ости на правом колосе, который расположен ближе всего к краю монеты. На штампе 1.1 она короткая, а на штампе 1.2 более длинная. Друзья, еще раз повторю, монета не очень дорогая, как некоторые из этого отряда, но и тем не менее, они встречаются очень часто. Если же вам попадется такой номинал такого же года в хорошем сохране, поверьте, если вы выставите на аукцион, возможно, друзья, подчеркиваю, возможно, у вас ее купят за более высокую цену. Дорогие зрители, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.